Еще раз добрый день. Начинаем сегодняшний вебинар как продолжение той темы, которую мы уже освещали. Это тема антивирусная, как укрепить свой иммунитет в условиях той пандемии, которую объявил ВОЗ. Нам надо еще одну медитацию сделать, мы тоже ее в прошлый раз делали. Фрактальную медитацию по световому усилению. Значит, каждый из нас, вот мы говорим, есть такая световая система, которая вот с миром связана через этот свет. И мы можем вот эти световые связи усиливать взаимодействием со светлицами. То есть те, у кого есть светлицы, могут их вот взять в руки, вот так вот, да, то есть, допустим, и поставить как бы перед собой. И попробовать ощутить, что вот из рук идет вот этот свет, и он где-то формирует такую плотность, как некий шарик. Вот, насколько руки сближаются, на каком расстоянии их можно сблизить. Вот. То есть можно взять любые светлицы, какие у вас есть. Если у вас нету, допустим, тех целителей релакса, естественно, вы берете то, что... просто эту медитацию потом можно делать самим для усиления себя. Что мы сейчас попробуем сделать? Да? То есть мы попробуем вот этот фрактальный образ себя поставить между рук. То есть можно кого угодно на самом деле таким образом подсвечивать, но мы лучше начнем с себя, потому что пока освоите вот это на себе, увидите, как это работает, тогда уже можно будет переходить на кого-то другому, помогать другим. Потому что в первую очередь надо начинать с себя, восстанавливать свою световую систему, а потом уже пробовать, что можно сделать другим. А если вы начинаете что-то сразу делать другим, но себя не успели восстановить, то здесь, возможно, что вы и там эти искажения, которые у вас есть, они у вас не получится полностью восстановить другого из-за того, что у вас есть свои собственные искажения. Значит, каждый человек, он является, почему я говорю о фрактальной медитации, потому что каждый человек это такая система фрактальная. Мы вложены в множество каких-то фрактальных систем друг в друга. Что значит фрактал? Да? То есть это самоподобная система, когда каждый элемент является подобием всего целого. Да? То есть, самое простое это вот дерево, да? То есть вот идет ветка, потом пошла сюда, потом пошла сюда, и вот ветвица идет. Это фрактал, который является деревом. Другой фрактал мы видим, это вот есть такой фрактал, который называется канторова пыль. Самый простой, да? То есть берем отрезок какой-то, делим его на 3 части, середину вынимаем, остается 2 отрезка, да? То есть каждый отрезок из этих, которые остались, тоже делим на 3 части. Середину вынимаем, да, то есть остается вот здесь 2 отрезка здесь. И так вот мы делим, получается такая вот самоподобная система, состоящая из отрезочков, но каждый становится меньше, меньше и меньше с каждым шагом. Так вот, у нас таких фрактальных систем много, да, то есть нервная система так у нас организована. У нас организована система сосудов, как кровеносных, так и лимфатических. Да? То есть у нас также организована работа легких, такая ветвящаяся система. Поэтому, и так как мы вложены друг в друга эти системы, то получается, что мы можем даже диагностику делать по любой из этих систем. Вот есть, например, пульсодиагностика. Да? То есть люди берут и по пульсу делают диагностику всего организма. По радужке можно сделать иридодиагностика. Да? То есть вот кирлиановским методом, мы говорили, по свету, который идет из пальцев, можно делать диагностику. Свет сняли с пальцев и получили раскладку по органам и по системам. Что мы можем, это как использовать? Да? Мы можем использовать тем, что мы можем себя, да, тоже представить в виде вот такого светового объекта. Да? То есть вот есть мы, как световой объект, каждый из нас, да, а потом мы создаем образ, который мы помещаем вот так вот себя между рук, вот в этот световой шарик, который мы сформировали между рук. Себя как вот некую фрактальный образ вот между рук. То есть это тоже мы, но только вот представляю как некую такую картиночку. Кто как может представить, да? Кто-то может представить, кто-то не может, но все равно можно даже просто сказать, я вот тут нахожусь между рук, между собственных рук. И мы начинаем, что будем сейчас делать? Мы будем себя подкачивать вот этой световой энергией, которая у нас идет из рук. Но мы это будем делать тоже вот в некой медитации.
Представим, что к нам сверху из этого мира структур идет свет, как чистый луч. Чистый луч, который проходит через нашу макушку и уходит в землю. Но часть этого луча, часть этого света проходит через наши руки. Это как лазерный луч, который мы направляем, делаем накачку, лазерную накачку самих себя. А есть другой свет, который идет от Земли и уходит в космос. И он тоже проходит через нас. И тоже часть этого луча мы направляем. Поэтому здесь мы смешиваем два луча, и сверху, и снизу. Теперь мы направляем свет, вот этот, который идет из наших рук, прямо на самих себя, вот, которые мы внутри наших ладоней. Пытаемся отцентровать этот свет, да, то есть усилить его. И смотрим, как начинает уплотняться вот тот свет, который есть у нас между рук. Такой кокон световой вокруг нас есть. Выстраиваем его точно по центру. Выравниваем этот цвет. Разглаживаем, да, руками прямо делаем такие действия разглаживающие. Уплотняем его, как бы лепим себя вот из этого света. Как статуэточку такую, световую. Чтобы свет был чистый, яркий везде. Как бы омываем себя, промываем, прочищаем. Усиливаем. И видим, как этот свет, вот усиленный, вокруг нас разлетается во все стороны. Он идет мощным таким потоком от нас друг к другу. И мы этим светом начинаем касаться друг друга, всех, вот, которые мы тут сидим. Такое нежное, легкое прикосновение света. Дарим этот свет друг другу. Можем как бы вот прямо на экран его направить. Каждому. Но нас его много. От того, что мы им делимся, он настолько прибывает. Потому что мы канал прочищаем, он становится все более ярким и сильным. И создаются новые связи. Да? То есть уже вот как такие шарики световые образует такая световая сеть, где каждый из нас такой световой шарик. Ну, давайте посмотрим на эту сеть, да, со стороны. Все ли там хорошо? Все шарики светятся хорошо. Но ведь у каждого есть еще множество шариков, людей, которые были до него. Это предки. Да? У каждого есть своя собственная сеть, родовая, которая нас может поддерживать. Давайте вот этот общий свет каждому передадим, чтобы подсветить вот эту родовую сеть. Связь по роду. Мы видим, как оттуда тоже начинают нам идти мощные импульсы поддержки. Накачки.
И эта сетевая сеть, она становится все больше и больше, все обширнее. И вот мы уже видим, что вот у нас вся наша Земля окутана этой сетью. Множество светящихся шариков в этой сети, загораются все новые и новые лампочки, как бы так, раз, 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 как искорки появляются, новые, 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 она становится все более плотной, все более яркой, подключается все больше и больше людей к нашей биосети. Они включаются в общее дело, они начинают проявлять вот свое творческое начало, они проявляют связи с Творцом, которые у них у каждого есть. У них загорается их божественная искра, которая есть у них самих. И вот сеть эта окутывает всю Землю, да? Но она не останавливается здесь вокруг Земли. Она начинает расширяться. Вот уже эта вся сеть покрывает всю Солнечную систему. А потому что сеть безгранична. Она во времени тоже не имеет границ. А дальше эта сеть начинает дальше распространяться, потому что есть тоже такие шарики в других мирах. Там тоже живет кто-то, кому нужна поддержка, кому нужна помощь. Но они могут тоже нам помочь своим светом. И мы можем соединиться с ними и обменяться этим светом. И какие-то качества, которые нам нужны, они нам могут дать. А мы им дадим свои качества, которые есть у нас. Качество счастливой жизни. Потому что мы можем жить счастливо. Мы можем делиться этим счастьем с другими. Потому что мы радуемся каждому моменту этой жизни. И эта радость, она вытесняет все плохое из нашей жизни. Кто-то увидели хорошее, порадовались. Увидели другого человека, который радуется, порадовались за этого человека, что он радуется. От этого другие люди тоже начинают радоваться. Поэтому делимся радостью через свет. Это не значит, что надо ее навязывать кому-то и говорить: вот, ты что такой хмурый ходишь, смотри, как тут все хорошо. Вы просто его подсвечиваете, и все. И он до него дойдет, что все хорошо, все замечательно. Что этот новый свет, который может создать новую реальность, который может объединить все человечество, который может объединить все цивилизации и создать условия для всеобщего процветания и благоденствия. И вы, вот теперь опять вернемся как бы к нам в этом вот самим, в этом шарике. И мы видим, как вот эта сеть, которая, как звездочки вокруг, которую мы сейчас только что наблюдали, она проявляется в нас самих, она проявляется внутри нас, потому что это тоже фрактальное образование. И внутри нас есть такая сеть, и мы теперь можем через нее получать дополнительный свет, дополнительные знания. И также радоваться счастливой жизни. Вот. Немножко развлеклись. И мы не боремся здесь ни с чем. Мы пытаемся наладить что-то, что нас может объединить.
что нас может соединить. И вот как раз сеть Бионет, о которой мы только что говорили, она как раз для этого предназначена. Для того, чтобы можно было объединить людей в их творческих начинаниях. Чтобы они могли проявить свое светотворчество, время творчества, могли создать условия для того, чтобы они, их творческое начало обеспечило их новой радостью в этой жизни. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.